стажировку, да, завтра там вы обучаетесь, а послезавтра приступаете к работе. А вы на завтра взяли и не пришли. А послезавтра пришли, да? Ну что вас, вам скажут, ну, и где вы были, да? Кто вас возьмет тогда на работу? Да никто. Так и здесь. То есть вы должны понимать, что это мы не игрушки здесь играем. Мы строим серьезный бизнес, и когда вы новичку даете задание, вы, первое, вы помогаете ему войти в этот бизнес, да? Но вы и проверяете его, а выполнит ли он вот это задание элементарное. Так что про суть бизнеса, да, это прям первое. Никуда его, ни в какие чаты, вообще никуда. Он должен услышать полную презентацию бизнеса. А потом уже вторая встреча. Если полную презентацию проводит сразу ваш спонсор, да, то сразу же проходит и вторая встреча здесь же. То есть вторая встреча или там успешный старт можно назвать, да, что мы разговариваем с человеком, знакомимся, рассказываем там о себе, у него спрашиваем, там, зачем пришел, с какими целями, рассказываем еще раз о нашем бизнесе, работе, да, о 3 ключевых правилах. Это все происходит на второй встрече. Рассказываем про заказ, про активацию личного кабинета, да, рассказываем. Здесь же мы разговариваем про методы рекрутинга, то есть запускаем человека уже непосредственно в рекрутинг. Чтобы не ждать там 5 дней или еще сколько, как можно быстрее человека надо запустить именно в рекрутирование, то есть уже непосредственно в работу. Чем это будет быстрее, тем будет лучше. Вот. По рекрутингу смотрите, маленько здесь остановлюсь, хотя дальше там тоже лучше будет. Лучше, да, как? Лучше показывать то, что вы делаете, да, учить человека сразу. Естественно, лучше всего это теплый рынок, да, но если там человек не хочет или еще что-то, вы ему рассказываете, показываете те методы, которыми работаете вы. Прям наглядно можно в скайпе показать, да, можно хоть где, в любом мессенджере показать человеку, как вы работаете, объяснить. Вот, направить его, да. Естественно, сразу после второй встречи у человека появляются опять-таки задания, да, такие небольшие. Это активировать свой личный кабинет и начать читать книги. Это «Бизнес-трафарет», 10 уроков и «Лидеры». Небольшие книги, «Бизнес-трафарет» и «Лидеры» — это вообще там на 10 минут прочтения, там очень маленькие брошюрки. Это вот, чтобы человек уже начал читать, начал глубже вникать в этот бизнес. И все, и приступаем к рекрутированию, всегда там в поддержке, на помощи, да. Естественно, после вот такого второго созвона, да, и успешного старта, мы человека заводим уже в чат. Чат — это наш онлайн-офис, да, где это не библиотека, где мы читаем и ничего не пишем. Дорогие партнеры, еще раз я ко всем обращаюсь. Это не библиотека. Обмениваемся опытом. Чат создан для того, чтобы мы с вами обменивались опытом. Чем больше вы отдадите от себя в этом чате, да, тем больше вам прибудет. Поймите, что пока вы просто читаетесь и не делитесь, не задаете вопросы, толку от этого, от вашего прочтения нету. Как вы только начали просто делиться информацией, да вот просто сели там, 5 диалогов по теплому рынку провели, поделились, скриншот сделали диалога, скинули, молодцы, показали для себя, да, что я там вот, молодец такой сделал то-то, похвалили себя за то, да, показали это команде, показали это своим же новичкам, потому что в чате же новички не только там мои, в чате все новички, наши новички, давайте показывать им, как работать. Они будут смотреть, а если это ваши новички, они будут смотреть, они будут гордиться, понимаете, вы для них пример. Если новичок пришел на вас, он реагирует на вас. Вы для них пример.
А получается так, вы человека в чат завели и молчите в нем сидите. Что должен делать новичок? Он делает то же самое. Все. Вот и вся проблема. Поэтому не бойтесь делиться в чате, мы там все одна команда, да? Кого вы стесняетесь, кого вы боитесь, никто вас ругать там не будет. Вот, активация личного кабинета сказала, звонок там с менеджером, директором, это вторая встреча тоже об этом сказала. Молодец. Итак, подытожим этот слайд, да, после регистрации первое, новичок должен услышать полную презентацию бизнеса, услышать успешный старт, да, будет еще раз общение, либо вы общаетесь, если вы уже проводите второй созвон, либо ваш спонсор, разговариваете, знакомитесь с человеком, еще раз по бизнесу говорите о 3 основных правилах нашего бизнеса, да, об активации личного кабинета, о рекрутинге, все это затрагиваете и даете задание активировать личный кабинет и начать читать книги и рекрутировать, естественно. Вот. Далее, после этого, забыла сказать, после второго сезона, да, уже добавляем в чат. Так, да, еще такая важная вещь, что каждый новичок, когда приходит, да, он должен понять, зачем он здесь. Для этого необходимо составить список своих мечт. Написать просто 100 мечт, чего вы хотите. Пусть они будут пока для вас там казаться недостижимыми или еще что-то, да, но просто их написать. Я вас уверяю, что если вы сядете писать этот список, как я это делала, у меня уже где-то на 20-й мечте все иссяк я, наверное, я уже там сидела, тоже что-то еще хотела. То есть это тоже не просто написать их на бумаге, потому что когда в голове кажется, что их много, а их надо написать на бумагу. И поставить себе цель, да, что есть у вас среднесрочные там цели, долгосрочные, краткосрочные, да, что вот это хочу, там, например, через 3 месяца. Посчитали, сколько эти мечты стоят, поделили на 3 месяца и поняли, на какой уровень дохода вы за 3 месяца должны выйти. Если это там 3 месяца, например, да, среднесрочная цель, на год посчитали. Это очень помогает, это ваша мотивация, в принципе. Ваши мечты – это ваша мотивация. Но чтобы мечту осуществить, и нужно поставить себе цель, начать действовать, тогда вы получите результат. Вот. У кого еще нет списка мечт, давайте писать его, поделимся им потом в чате. У меня, кстати, он где-то есть, надо его найти, где-то на компьютере был. Вот. Потом очень интересно заходить в этот список, читать его, и оказывается, там уже то-то осуществилось, так зачеркивать можно. Это очень тоже мотивирует. Так, далее. Что нужно делать, да? Об этом вы рассказываете, вы или ваши спонсоры, но если вы еще не рассказываетесь, то нужно учиться о залоге успешного развития в нашем бизнесе. Это 3 правила, 3 О, да, можно их назвать. Это организация личного товарооборота, организация обучения и организовать систему рекрутирования, да, или приглашения людей в команду. Вот. 3 действия, которые нужно научиться делать, выполнять, и, в принципе, успех он тут обеспечен, да? Вот. Фокусируемся мы на ключевых партнерах. Не надо работать со всеми, не надо человеку написывать название, если человек не выходит с вами на связь. Фокусируйтесь на тех людях, которые сами к вам идут, которые требуют, там, да, чтобы вы там рассказали, пояснили то-то, то-то. Если таких пока людей нет, значит они будут. Когда у вас появится ключевой партнер, вы его сразу поймете, что это он. Вы его не пропустите, не переживайте.
Как показывает практика, с ключевыми партнерами обычно сложнее всего работать. Сложнее всего, потому что они сами там затрясутся за эту информацию, да? Они обычно уперты со своим мнением, бывают и споры и все остальное, да? Но на то это и лидеры приходят, да, на то это и ключевые партнеры. Естественно, у многих может быть так, может быть у кого-то есть так, что да, вам сейчас спонсор о чем-то говорит, вы в душе с этим абсолютно не согласны. Но нужно прислушиваться к спонсору, потому что спонсор уже это прошел, уже это знает и говорит это не просто так. Если вы хотите хотя бы дойти до того уровня, да, на котором сейчас ваш спонсор находится, значит, нужно слушать его и делать то, что он говорит. Вот. Чтобы идти дальше, да? Потому что спонсор никогда не будет вам плохого советовать, да, он же заинтересован в вашем росте. Даже если вы не согласны, у всех это бывает, это абсолютно нормально, просто не надо там сгоряча болит, да, просто нужно сесть и обдумать эти слова. Со временем вы поймете, даже если вы прислушаетесь к этим словам, что действительно спонсор был прав. Это происходит, у меня это такое есть, да, много когда даже Артем что-то говорил, мне казалось, да, нет, не так. Но на самом деле, как показывает практика, все именно так. И он говорит не просто так, потому что он знает, он это прошел. Поэтому сейчас даже я, если не согласна, да, я стараюсь прислушиваться. Может быть, я не начну это делать прямо сразу, но, по крайней мере, держу это у себя в голове. И по истечении, может быть, какого-то времени, да, все равно начинаю понимать, что действительно нужно делать именно так. Вот. И работаем с теми, да, кто готов работать. Не тяните людей, если человек не готов, то смысла нет, вы только лучше, что это внутренняя мысль у меня это побежала, и я начала. Вы только время потеряете, да, и как есть поговорка, у вас будет просто гора оторванных ушей. Не лидеры. Потому что если вы будете тянуть, вы ничего не вытянете из человека, если он абсолютно не готов к этому. Так. Итак, организация ЛТО. Так как мы пришли с вами все здесь на бизнес, да, мы получаем доход от 3 до 22%, получаем с вами разнообразные бонусы и организовывать свой личный товарооборот нам выгодно. Наша задача создать для компании товарооборот посредством организации сети потребителей, да, партнеров. То есть мы партнеры, мы сами себе потребители, мы покупаем у себя в интернет-магазине. Почему? Ну потому что это в первую очередь, это логично. Потому что, если бы вы открыли там обычный розничный там, магазин, булочный какой-нибудь, ну что вы за булочкой, за пушками пошли бы в соседнюю, что ли, пекарню? Нет, конечно, вы брали у себя, правильно? Так и здесь. Это абсолютно логично покупать товары в своем магазине. Во-вторых, это выгодно, потому что компания нам предоставляет сразу скидку 20%, плюс скидка растущая, да? То есть при организации личного товарооборота ваши скидки все равно будут увеличиваться. Это вам выгодно, да? И плюс компания вам еще за это заплатит, за то, что вы будете делать личный товарооборот. То есть абсолютно есть те плюсы, потому что любой магазин, даже тот же Ашан, вы пришли, купили там продукты, там, хозяйственных товаров, на следующий месяц придет, и вам никто там зарплату не выдаст, или скидку вам не увеличит до 50%. Нет, да? Здесь, пожалуйста, компания создала все условия, да, только покупайте у себя там. Плюс ко всему, у нас очень качественная продукция. Если кто-то еще этого не знает, вы это поймете, сделать свой первый заказ. Потому что люди все остаются довольны товаром, просто важно подобрать продукт под себя, да. Естественно, там не все 2000 наименований будут подходить к каждому клинику. Что-то кому-то подходит, что-то кому-то не подходит. Важно просто выбрать продукцию для себя.
Вот. И продажами мы как таковыми, да, не занимаемся, потому что мы сами себе потребители. Но это не возбраняется, если вы хотите, пожалуйста, вы абсолютно можете там отдать каталог знакомому или еще кому-то, да. Можно со знакомыми скидкой своей поделиться, почему нет? Почему не поделиться, если там это близкие для вас люди? Вот. Это по поводу организации личного товарооборота. Итак, активация, да, личного кабинета для новичков. Активация происходит любым балловым заказом. Лучше заказ это делать от 10 баллов. Почему? Потому что так выгоднее. Иначе вы за доставку больше заплатите, чем за то, что вы заказали. Вот. Поэтому рекомендация любой балловый заказ от 10 баллов. Да? Ну, это в принципе. Зашли в ванну, там посмотрели, что у вас заканчивается, и купили стандартный набор, там шампунь, бальзам для волос, там гель для душа, мыло, зубную пасту. У вас получится уже больше 10 баллов. Поэтому сложностей здесь нету. Это активация личного кабинета. Таким образом, да, кабинет за вами закрепляется на год. Вы остаетесь в структуре, даже если вдруг что-то случится, вы не будете работать или вы передумали работать, в любом случае команда потом будет расти, да, и личный кабинет никуда не денется. Если вы не активируете личный кабинет, то по истечении 4 каталогов, сейчас, секунду. Сейчас, что ты хочешь? Сейчас приду, сейчас буду. Вот. Вот, так, про что говорили. Так как если вы не активировали личный кабинет, то по институту 4 система практически удалит, и вся ваша структура перейдет в активному лидеру. Вот. Все пропало? Нет, я видео отключила, а звук-то должен быть. А зачем ты? Так, все слышно меня, нет? Слышно должно быть. Так, напишите, что-то чат вообще запал, слышно, ага. Вот, итак, если вы можете там для начала, да, посторонних слышно сильно, понятно? Вот. Вы можете для начала там активировать свой кабинет таким небольшим заказом, да, но компания нам дает такие замечательные акции, вернее, это вам, новичкам, да, она дает, потому что я приходила на каких-то не было акций, а сейчас они есть, это стартовая программа, то есть при заказе, при суммарном заказе на 100 баллов в течение 21 дня с момента регистрации вы получаете подарки от компании. Какие подарки можно ознакомиться, если я не ошибаюсь, это картинка с парой стартовой программы, в этом каталоге там, по-моему, новые духи приходят, да, в подарок. Спонсоров вы своих уточните. Вот. То есть выгодно это сделать, и это суммарный заказ, это не значит, что вы должны делать заказ разом на 100 баллов. Можно суммарно несколькими заказами сделать, да. Главное, чтобы он был в течение 21 дня с момента регистрации, тогда вы будете участником стартовой программы. Вот. И заказ на 150 баллов. В чем выгода его, да? Ну, во-первых, это активация личного кабинета.
Так, а сейчас слышно? Сейчас слышно, нет? Угу, все появилось, да? Ага. И, Олеся, напишите, если не слышно, что пусть она обновит страничку. Вот, поэтому делать личный товарооборот выгодно, и последующие ваши заказы у вас, естественно, будет очень хорошая скидка, и заказы будут вам обходиться очень выгодно. В чатах мы скидываем свои скрины, да, я вот свой не скинула, забыла, могу сегодня скинуть. Как за 150 баллов можно выплатить всего там 2000. Кто еще там скажет, да, что невыгодно делать покупки у себя в интернет-магазине. Это по НТО. Ну еще, если вы хотите, естественно, быть бизнес-партнером, да, то все у нас бизнес-партнеры делают НТО от 150 баллов. Вот. И второе. Это организовать свое обучение уже своих новичков. То есть вы пока пришли, вы свое обучение организуете, да, но как только у вас появился один человек, вы уже команда. И вы должны организовать не только свое обучение, но и их. То есть это вебинары, это командные, это общекомандные вебинары, 9-17 по Москве. Вот, надо уже заканчивать, у нас сейчас вебинар будет, это общекомандные. Это наши внутрикомандные вебинары, они будут в основном 16, да, у нас пока идут по Москве. Ну, то есть время разнообразное, это в чате можно посмотреть, а по дням понедельник, среда, пятница. Планерки, естественно, обязательное посещение. Быть на связи со своим спонсором, а не так, что вы на неделю пропали где-то, да, потом объявились. Читать чаты, ну не только читать, вот здесь неправильно даже написала, обмениваться информацией в чатах. Не только ее читать и себе сохранять. Что ему надо? Не только читать и сохранять, но и самим делиться информацией. И лучше сохранять информацию, если вы это начали делать сразу где-то на Яндекс.Диске, на Google.Диске, в блокноте и Evernote, чтобы не было таких ситуаций, что компьютер сломался и вся информация улетела, потому что это достаточно трудоемкий процесс сбора этой информации, да? Вот. Смотреть записи на YouTube можно наших обучений, не только записи, информации на YouTube уже очень много. Читать литературу по бизнесу, да, и у нас ходит топ-25 книг продвижения. И посещать мероприятия не только в онлайне, но и в ваших городах, либо в ближайших городах. Вот, в нашем бизнесе зарабатывают профессионалы, давайте будем ими, да? Поэтому нужно постоянно совершенствоваться и обучаться. Так, организация рабочего места. Ребят, у всех должна быть почта на Gmail. Это во-первых, YouTube, это во-вторых, Google Диск, да? И что там у нас еще-то есть? То есть, она должна быть, она вам понадобится. Вот. Там же мы создаем с вами форму для регистрации, да? Почта на Яндексе, потому что она очень удобная. Сохранять также на Яндекс.Диске нужно всю информацию, чтобы она не слетела. Блокнот и Evernote, про который я говорила, очень удобно там сохранять заметочки, и можно сразу с партнерами делиться ссылочкой. Вот. Наши онлайн-офисы, теперь они только в Телеграме, да, мы с вами перешли на Телеграм, это очень удобно. Но WhatsApp, Skype вам в любом случае тоже могут понадобиться. Поэтому приложение будет решать, которое вам удобно, в которое вы собираетесь работать. Skype нужен для видеосвязи, в принципе. Вот. И приложение Puffin для просмотра вебинаров с телефона и планшета. Сейчас есть другие приложения, да, которые можно скачать в Play-маркете. Ну, Puffin, в принципе, такое, что любую вебинарную комнату он поддерживает. Так, планирование. Да, по поводу планирования. Лучше примечать себя сразу, да, планировать свой день. Лучше это записывать на листике,
там в блокноте, еще там где-то, да, потому что то, что вы держите в голове, не всегда это выполняется, потому что вас чем-то отвлекли, вы забыли, пошли и все. Планировать свой день, планировать свой ЛТО, да, планировать рост. Рост планируется со спонсором лучше, да, планирование рекрутинга, что вы будете делать, и, естественно, обучение. Смотрите, вот у меня, например, таблички вот на эту неделю, сейчас покажу вам. Так, ребят, видно? Я скидывала уже такую табличку в чат, вот она на эту неделю у меня расчетчена сегодня. Вот, поэтому советую вам вести такие таблички, они помогают, да, в работе нашей. Вечером садишься и смотришь, что сделано, что не сделано, и делаешь все не писать, да, и стараешься не писать, пока не делается. Вот. Спонсор во всем будет помогать, да, если на этом останавливаться долго не буду, да, лучше распланировать там свой день вы сами, да, уже как-то распланируете, потому что там посмотрите, когда вам там что удобно делать. А остальным все можно вместе со своим спонсором, он вам обязательно поможет, не откажет. Так, далее. Организовать привлечение людей в команду. Лучше, да, организование системы рекрутирования назвать, да. Что сюда входит? Ну, во-первых, нужно выбрать на этапе новичка методы, которыми вы начинаете работать. Посоветоваться с спонсором. Спонсор вам даст информацию более подробную по каждому из методов. Поделиться той информацией, какими он методами работает. Да? Ну, быстрый рост – это, естественно, список знакомых. Список знакомых, составляем его, есть у нас вебинары на эту тему, как его составлять, там, как минимум 300 имен, да? Это рекрутинг по холодному, да, рынку, это и соцсети различные, и доски объявлений, и личный бренд, и приложения различные в телефонах. Сейчас очень много способов, и об этом вы рассказываете своему новичку на второй встрече, или спонсор рассказывает, да, то есть вы разговариваете о методах работы и выбираете с новичком тот метод, не тот даже, а те 2-3 метода, которыми он начнет работать, а вы ему в этом поможете. И на этапе новичка никогда не стесняйтесь задавать вопросы. Если вдруг вы написали там спонсору, спонсор тоже человек, у него бывают свои там проблемы, свои дела, если он вам не отвечает, не стесняйтесь, пишите в чате, там вся команда, и даже те же новички, которые пришли там на пару дней раньше, чем вы, да, они уже в чем-то могут вам помочь и ответить на ваши вопросы, на которые не знают ответа. А вы команда дорогая, да? Не стесняйтесь отвечать, даже если вы новичок. Вы все равно что-то уже знаете, о чем-то вы разговаривали со спонсором, поэтому вы уже можете помочь. Вот. Ну, про это сказала, да, изучить способы рекрутинга, выбрать 2-3 метода и надеть бронежилет. Отказы будут, они есть, да, и этот бизнес поэтому и работает, да. Нет, это наша работа, да, это наша зарплата. И в обычной жизни люди не готовы к отказам. Здесь нужно научиться легко к ним относиться. И будут различные выражения, они всегда будут, в принципе, они одни и те же. Вот, там их, честно, не помню уже, сколько вот этих не приведено, ну, там, грубо говоря, может, штук 20 или сколько, да, одних и тех же выражений, там, что это пирамида, у меня нет времени и так далее. Прочтите книгу «Путь от возражения к согласию» Бухтиярова. Я ее прочитала практически на первом этапе, она мне очень помогла, потому что она дает ответы на те вопросы, которые вам люди будут задавать. Вот. И, естественно, действовать начинать, не задерживаться, начинать действовать. В нашем бизнесе важно, да, честность, не надо обманывать, если вы только новичок, вы так и пишете, что я там только пришла в команду, еще заработка нет, у меня спонсор уже зарабатывает там столько-то, если это вопрос про деньги. Умение грамотно преподносить информацию, да, учитесь грамотно проводить собеседование, рассказывать полную презентацию, учитесь это делать. И делиться личным опытом, про то, что мы постоянно с вами говорим.
Нормальная статистика при работе. 100 собеседований в скайпе, перепиской 20-30 регистраций. 100 собеседований голосом от 40 регистраций, да, это минимально, там 40. 50 контактов по теплому рынку будет 30 регистраций. 100 регистраций по холодному рынку это один директор, 10 регистраций по теплому рынку это один директор. Видно, да, что в 10 раз больше нужно работу провести по холодному рынку, нежели по теплому. И план для каждого партнера выйти на одну регистрацию в день. Сразу не будет получаться, сразу говорю, да? Сразу вам говорю, что не получится с первого дня так. Но этому можно научиться, это вполне реально. Вот. Нужно наработать опыт, и это дело времени, главное желание. Вот. Поставьте себе план, да? 200 дней системных действий. То есть 200 дней не просто там вы заходили на обучение и читали чат, а 200 дней рекрутинга, нормального, да, рекрутинга, системных действий, обучения, общения с командой, со спонсором, сопровождение своих партнеров, чтение информации по бизнесу, да, литературы. И все у вас получится, потому что ничего не делается сразу, на любую профессию мы учимся 5 лет. А здесь это та же самая профессия, поэтому там взять спорт, да, один олимпийский чемпион стал им за день. Это все результат усиленных тренировок. Поэтому поставьте себе план 200 дней системных действий и вычеркивайте в календарике дни. Так, функционал партнера уже не буду рассказывать. Ребят, пробегитесь глазами. Естественно, это организация личного оборота, посещение обучений и рекрутинг, да? Рекрутинг. И уже начинать проводить вебинары. Не на большие темы, просто знакомство с командой, просто выйти рассказать, как пришли, зачем пришли, там, на кого пришли, какую информацию получили и так далее. Об этом тоже будем говорить. Может быть, на этой неделе как раз сделаем такой вебинар. И чем быстрее вы возьмете ответственность на себя, тем быстрее будет ваш рост. Это я говорю постоянно. Это вы пришли в команду, это уже изначально ваш бизнес, а не бизнес вашего наставника или еще кого-то. Это ваш бизнес. Возьмите за него ответственность. Тогда у вас рост сразу пойдет. Пока вы перекидываете ответственность на наставника, да, на команду. Поэтому, может быть, в этом, да, причина, если вдруг есть те, кто не растут. Подумайте над этим. Так. Сейчас, секунду. Так. Стадии, которые проходят абсолютно все, недавно скидывала их в чат, да? Все их знают, все их видят. Кто на какой стадии сейчас? У меня сейчас последняя стадия, да? Это, ее здесь не прописано, это 5-я стадия, да? Или что у нас тут? 4-я здесь у нас почему-то регистрируется, делают заказ, приглашают партнеров, но уже у ваших партнеров начинаются эти проблемы, что никто не регистрируется, но не делает заказ, регистрируется, делает заказ, но не рекрутирует и так далее, да? Мы все проходим эти стадии с вами. Вот, я уже на последней. Кто на какой? Тут вы? Нет? Кто на какой стадии? Так, что там у нас? И 6 привычек успешных людей. Привычка планировать, привычка учиться, привычка брать на себя ответственность, привычка не замечать препятствий, потому что лидер не создает препятствия, да, не создает проблемы, а решает их. Вот, привычка решать задачи, привычка делать все вовремя, не откладывать. Если вы услышали эту информацию сегодня, приступайте ее использовать уже сегодня. Вот. Ну и поставьте себе цель, напишите план и действуйте. Слушайте при этом спонсора, спонсор вам всегда поможет и подскажет. Ключевая команда в нашем бизнесе – это залог успеха. Ребят, большое спасибо за внимание. Сейчас бежим на наш общекомандный вебинар. У нас там ведет его исполнительный директор Антон Долженко, поэтому побежали все туда. Рада была вас всех видеть. Надеюсь, информация была для вас полезной.
Если есть вопросы, пишите в чате, всем отвечу. Все, всех люблю, все большие молодцы. Пока-пока.